Есть ли жизнь в отдаленных уголках Таиланда? Как спасти дома от постоянных потопов? Детство в деревнях, фермы, плантации и зачем креветкам кальций? Ну что, погнали? Всем привет! Сегодня мы не полезем в горы и не будем подниматься на 1000 ступенек вверх. Мы останемся на земле и посмотрим, как живут люди в деревнях Таиланда. Как проходит детство нового поколения. Увидим, как машина может быть важнее обустройства дома. И я покажу самые популярные типы плантаций, обустройства ферм по выращиванию креветок. В провинции Пангна территория около речных каналов и моря часто затапливает, поэтому большая часть домов в небольших поселениях стоит на ножках. Порою кажется, что дома собирали из того, что было под руками. Но удивляет совсем не это. Смотрите на это поле. Тут лодки стоят прямо напротив домов, установленных на возвышенных и срубленных деревьев. А рядом мы видим волейбольную сетку, сделанную, кажется, из тех же материалов, что и дома. И вот еще тут ворота, настоящие футбольные ворота. Только на поле тут без травы, а играть приходится на водянистой поверхности, оббегая крабов-отшельников. Сделано здесь все руками, мастерили из рыбацкой сетки, досок, сушеной коры, шифера и порой даже при помощи шин и целлофановых пакетов. Главная улица деревни, как положено, самая ухоженная. Тут также с возвышением сделана дорога, для того, чтобы к домам можно было подъехать на машинах и мотобайках. Большие бетонные плиты вода точно не размоет. Вот тут, смотрите, отделка из лакированных досок. Некоторые дома стоят на бетонных столбах, а кто-то декорирует фасад дома живыми растениями. И здесь же прямо под всем этим сидит гусь. Но сердце этой деревни люди, и то, как они смогли обустроить свой быт на некогда пустом месте. Все встречают с улыбкой. Детям не запрещено брать конфеты у чужих дядь. Вместо этого их учат благодарить гостей, быть вежливыми и радоваться жизни, несмотря ни на что. Главный парень на деревне нам показал местную детскую площадку под строящимся домом. Здесь можно будет играть даже в дождь. Держите, это для вас. А вот это уже больше похоже на привычное нам строение. Парадная лестница отделена плиткой, и вода подведена прямо к дому. Пацаны, видимо, будущие айтишники, отложили смартфоны и подошли за пирожными. Тут какая-то своя атмосфера, и порой, хоть и не везде, часто это никому не мешает. Тут своя культура, свой быт. У тебя может быть огромная спутниковая тарелка, но тебе вовсе не нужен паркет дома, и нет смысла думать об обоях. Конечно, среда и общество, где мы растем, оставляет на нас свои отпечатки.
Но только задумайтесь, какая разница, какого цвета обои, есть ли они вообще, если цена этому – человечность. Порой куда важнее научиться различать добро и зло, чувствовать баланс между работой и отдыхом, быть искренним и честным, а вовсе не поставить дома золотой унитаз и мраморную ванну. Всем нам важно, как этим детям, уметь радоваться мелочам и быть собой. Деревню с заливом Пангна соединяет небольшой речной канал. Сейчас отлив, и идет сухой сезон, дождей уже не было несколько месяцев. Пролив между зарослей мангров сейчас скорее напоминает небольшой ручеек, и он не способен вывести ни одну лодку в море. Но во время прилива вода поднимается на 40-50 см, а в сезон дождей еще и выше. В Пангна и в целом в морских провинциях Таиланда очень много креветочных ферм. Я договорился с владельцами, чтобы нам показать это место во всех деталях. Фермы креветок немного различаются по оснащению и организации труда. То место, где мы сейчас находимся, очень современное. Над каждым озером натянут купол из тонкой лески. Это позволяет защитить моллюсков от птиц, желающих полакомиться в этих больших кормушках, и рассеивает ультрафиолет, снижая его воздействие на находящиеся в креветочнике особей. Когда в детстве с дедушкой на рыбалку ходил, запах такой же был рыбы, вот такой история. Вот тут такой же прям запах жесткой рыбы. Прям классно. Водяные мельницы, установленные под куполом, помогают воде циркулировать, предотвращая ее застой и цветение. При этом они запускаются не все сразу, а переменно, для снижения уровня износа оборудования. Количество работающих мельниц зависит от температуры и размера озера. Хотя раньше я никогда не был на таких фермах, этот запах погрузил меня на минутку в теплые воспоминания о своем детстве. Мне интересно, как долго они вот эти штуки натягивали, веревки, по всему вообще этому периметру, по всем фермам. Это реально тяжело и сложно. Они тоненькие, блин, рвутся легко. Ну, это леска. Тоненькая очень. Хотя, в принципе, леска твердая, прочная. Она очень круто сделано. Какие-то домики похожи. Кстати, про домики. Где бы я ни проезжал, прохожие улыбаются и здороваются. Настоящая страна улыбок. Люди тут выглядят счастливыми, без роликсов и брендовых сумок. Многим из нас есть чему у них поучиться. Это поселение расположено прямо вдоль моря. С одной стороны дома может быть припаркована лодка, а с другой машина. Думаю, это очень удобно. Вот такая вот она жизнь на берегу моря. Привет, как жизнь, ребята? Главное отличие домов на речных каналах от домиков у моря в том, что каналы не всегда заполнены водой, что сильно влияет на их внешний вид. А, там пирс он какой-то вообще будет. Okay. Там пирс будет понтон, наверное, говорит. А, waterbike? Из бамбука и пустых бочек местные делают довольно большие плоты и используют их для заброса сетей, ставя сверху домик по типу колодца для перевозки груза и крепления лодок. Вот в таком домике я пожил, но, наверное, устаешь от постоянного шума воды. Тут и машина, и лодка, и собственный пирс рядом. Красивый вид, камера его наверняка не передаст.
Вот там, смотрите, как раз плоты из бочек. Один важный факт о людях, живущих тут. Неважно, какой у тебя дом, но обязательно нужна машина или байк, хотя бы один на семью. Права на мотоцикл в Таиланде выдают раньше, чем на машину, и их можно получить уже в 15 лет. Поэтому многие дети уже в 14 начинают обучаться вождению. И второй факт. Живя у моря, обязательно нужна лодка. Также хотя бы одна на семью. Но рыболовство не единственный вид промысла в Таиланде. Помимо этого, и ферм с моллюсками, тут есть множество плантаций. Вообще тут очень богатый выбор фруктов и овощей. Плантации от обычных посадок и джунглей легко отличить. Они всегда сделаны с зоопедантичностью. Длинные ровные ряды уходят далеко вдаль. Чаще всего на плантациях встречаются ананасы. С этих плантаций удается собрать по 2-3 урожая в год. В Таиланде одни из самых крупных плантаций ананасов в мире. Но при этом дико растущих ананасов, скорее всего, вы не встретите. Сначала между листьев формируется соцветие, и потом после цветения образуется плод. Чаще, чем ананасы, можно встретить только бананы. Они растут абсолютно везде, на обочинах дороги, плантациях, в джунглях и на садовых участках. Банан широко используется в Таиланде. Едят не только сами бананы, но и их цветы. Под темно-фиолетовыми листьями скрывается плотно белая мякоть. Еще один то ли фрукт, то ли овощ, полюбившийся местным, это джекфрукт, или плод хлебного дерева. По вкусу он, конечно, хлеб совсем не напоминает, но очень сытный. Но многие туристы внешне путают его с дурианом. Чаще, чем фрукты, плантации встречаются только бесконечные поля с каучуком. Из него производят латекс, а Таиланд занимает первое место в мире по экспорту и производству латекса. Смотрите, к самым отдаленным домам тоже подведены тонкие трубы с водой. Провода подняты вверх и закреплены на деревянных балках, а трубы идут вдоль земли и даже под домами. Вон еще спутниковая тарелка, удивительное сочетание. А вот и рабочее место. Зачем куда-то ехать, если можно поставить сеть прямо около дома? Плоды фруктовых деревьев часто закрывают пакетами для защиты от назойливых муравьев и парникового эффекта. Тут можно увидеть цитрусовые деревья, манго разных сортов, растущие как яблоки на яблонях, иногда напоминающие по виду большие кабачки, папайю или маленькие лаймы. Таиланд занимает одно из лидирующих мест в мире по объему производства и экспорта пальмового масла. Его выжимают из плодов маслянистой пальмы. Они неприхотливы в уходе, плодоносят 60-80 лет. Самое трудоемкое в процессе – сбор урожая. Раз в 4 года
Секирами срубают листья вокруг плодов, а затем и саму шишку с ними. Далее плоды отправляются на фабрики для сортировки и отжима. В этом видео я вам покажу еще раз ферму моллюсков. С высоты может показаться, что несмотря на 30-40 градусную жару, пустые креветочные озера заполнены снегом. Конечно, это не снег. Еще до того, как подготовленное углубление заполняют водой, поверхность посыпают подкормкой из кальция с магнием и сверху устанавливают водяные мельницы. Кальций является основным компонентом для панцирей креветок. Единственный способ роста для этих моллюсков – линька. То есть они заполняют свой панцирь, и когда он становится им мал, сбрасывают его и выращивают новый. Для этого процесса необходим кальций. А магний нужен, чтобы удерживать кальций в растворенном состоянии. У фермеров даже есть своя пропорция, идеальное соотношение кальция и магния. Наше сегодняшнее путешествие подходит к концу. Надеюсь, я был вам полезен, и вы узнали Таиланд для себя с новой стороны. Порою счастье заключается в мелочах. Об этом важно не забывать в наше время. Ставьте лайк и давайте путешествовать вместе.